Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление пространственно-временной средой. В данной теме я показываю, каким образом интегрально соединить понятие пространства-времени, и когда вы делаете управление, чтобы для вас это была единая система управления, то есть вы должны воспринимать единую среду управления. В этой системе главное решать конкретно свои задачи практически непрерывно внутри самой среды. То есть, когда вы делаете управление, внутренний духовный уровень должен быть такой, что вы все время видите, что происходит решение ваших собственных целевых задач внутри этой системы. В принципе, она выглядит просто как система оптических связей на уровне восприятия. И в связи с этим получается, что сейчас вот задачей в этом семинаре является в первую очередь рассмотреть свои задачи, в уровне информации, при этом можно их не определять как более конкретно, чем те позиции, которые вы о них имеете. Вот в чем преимущество данной системы управления. Можно не конкретизировать задачи. То есть какие-то задачи, которые ранее существовали, которые сейчас или будут в будущем, и можно эти задачи просто-навсего рассмотреть вот в неком пространстве, да, и во времени. Но получается, что эти задачи это и есть определенная пространственно-временная среда. Если мы не делаем разницы между временем и пространством, просто смотрим как некий определенный уровень свечения, который объединяет эти два понятия, то и конкретизация задач, она все равно все-таки усложнена, потому что если мы хотим конкретизировать задачу, мы должны видеть время конкретное, да, или же видеть решение в пространстве. То есть в данном случае мы больше реализовываем задачу духа. И вот когда мы начинаем так делать, то мы видим, что между духом, например, и душой переход тоже имеет некие неопределенные формы. То есть вот сказать строго, что человек успевает воспринимать, где конкретно действие, например, духа, в принципе, можно, но вот где переход от действия души, часто это специальная задача. Чтобы понять, где конкретно сегмент души, вот как, например, делает Бог, как Он отделяет одно событие от другого, да, в своем восприятии. Он просто организовывает события в бесконечной сущности, по логике. И вот бесконечная составляющая, которая возвращается уже обратно к Богу, она и является показателем какой-то вещи или события. И если вот делать аналогично, то получается, что отделение структуры души от структуры духа это в принципе практически одинаковые две линии свечения, которые идут к вам после бесконечного количества событий. И разница только в том, что Бог определяет, да, изначально позицию души, и Он изначально знает, что есть душа. А человек, получается, должен здесь назначать некий интервал информации, который является интервалом, дифференцирующим состояние, то есть диагностический какой-то параметр вводить, потом определять, что есть дух и что есть душа. И вот здесь вот у человека остается один уровень, который с точки зрения Бога, Создателя, реализовывается очень четко. Человек может назначать систему информации в том сигнале, в котором он принимает сигнал. То есть он может сказать, что эта линия есть линия души, а это духа, и все. Почему он может так сделать? Потому что на границе восприятия он может поставить переключение информации, да, и все. Даже если левая полоса это была структура души, то он может поставить некий фильтр и сказать, что я просто перевожу управление так и сделаю вот эту вот информацию, пусть будет духа, например. Условное, да, обозначение вводит. И таким образом мы можем в первом аксиоматическом уровне первой аксиомы считать, что в пространственно-временном уровне управления, где сразу же идет управление через пространство-время, мы должны назначать информацию, ту, которую мы хотим получить. И назначать с точки зрения первичной модели. То есть фактически мы, имея цель, которая постоянно реализовывается в структуре пространства-времени, мы берем и ее еще дополнительно ставим. Или мы берем и опознаем просто точку ее реализации, или точку действия, что сейчас происходит с целью. И вот когда мы начинаем так действовать, то по аналогии с тем, как делает Бог, Он создает любое событие, мы начинаем создавать события, и это происходит естественно, потому что
назначенное событие и событие, которое реализовывается какое-то время, это уже усиление, да, управления. И если мы начинаем контролировать события, это уже следующее усиление управления. То есть фактически мы наблюдаем за свершением события. Событие как бы совершает само по себе, получается. Вот технология в этом и заключается. Очень эффективно, кстати, при лечении там, опухолевых заболеваний, где вот именно репродукция опухоли – это структура, которая базируется на предшествующей системе тканевой, предположим. Тогда получается, что если мы назначаем управление, а структура все время излечивается, а мы постоянно назначаем еще лучшее состояние, да, меньше опухоль, то мы можем таким образом опухоль не просто там как бы рассосать или вывести, да, а мы можем эту среду сделать естественной, то есть в этом же месте получить норму. Вот там после этого не остается ни рубцов, ни каких-либо данных, что опухоль существовала. То есть вот это именно такая естественная система организации нормы мира. Ведь в нормальном состоянии мир, он организован так, что люди должны быть здоровы. Получается, мы приходим в пространстве времени именно к некой основополагающей системе, которая практически означает норму всего мира, всего лишь навсего. Мы просто к ней приходим. Но чтобы к ней прийти точно, мы должны быть абстрагированы от понятий. То есть мы должны прийти к ней как к некому такому абсолютному субстрату, да, информации. Если только мы привязываемся к какому-то одному понятию, например, к пространству, то мы начинаем сразу в частности попадать. Вот, предположим, если такая задача, как сделать встречу с воскрешенным обязательной, да, тогда, получается, мы должны вывести управление именно в пространственно-временную среду, где структура воскрешения, например, может быть заменена структурой нормы, то есть там нету, например, понятия смерти. То есть мы берем, выводим структуру управления, нормируем мир по своему как бы усмотрению, и получается, что встреча естественно, понятно, как и встреча с любым другим человеком. То есть как бы естественность путем замены понятия, которое происходит потому, что мы сами заменяли понятие. Также можно выйти на структуру излечения. Ведь структура излечения, это, хотя она принципиально другая структура, тем не менее тоже в общемитологическом уровне в данной концепции управления это просто вывод информации в структуру несуществования. И вот в этой системе можно вывести информацию некой деструкции в области, когда после повторного просмотра как бы этой области можно определить, что информация практически не существовала. Вот информационный уровень становится практически идентичный тому, что вы как бы не принимали никаких действий, и отрицательной информации просто не было. То есть, например, если вы делаете управление, предположим, такого типа, что, скажем, я беру от левой руки там какой-то сигнал, вывожу оптически, просто на всего беру, и считаю, что правая рука как-то должна воспринимать левую руку, да, например, на уровне восприятия. Значит, получается, что на уровне информации, как, собственно говоря, воспринимает не только рука, да, а весь человек, то есть воспринимает, более того, там вся системная реальность, воспринимают люди, например. И когда мы рассматриваем именно восприятие людей, то получается вот передача информации, вот именно передача сигнала, если сигнал конкретный, то она происходит практически мгновенно. То есть конкретика – это мгновенное осуществление воли Бога там, в любой реальности. Если мы даем унифицированный сигнал, то есть мы переводим информацию, вот именно в чем разница, информация между людьми, она воспринимается мгновенно, потому что Бог по образу подобию создал уровень передачи между людьми практически мгновенно. И, кстати, если этот уровень более подробно рассмотреть, можно также быстро излечивать заболевания, решать какие-то очень даже сложные проблемы путем только-навсего выделения, здесь всего лишь навсего нужно выделить контур действия, как бы выделить границу этого как бы, понятия, этой реальности. Когда за счет высоких скоростей происходит мгновенный сдвиг реальности в норму. Именно он выглядит как мгновенное перемещение в норму, и если на первом уровне это соприкосновение как бы сдвиговый уровень, то есть там видно прям, что немножко реальность начинает двигаться, но это не в плане там какой-то маленький сдвиг реальности, да. В механическом понимании это выглядит именно как сдвиговая деформация, как бы, то есть
есть просто пласт реальности, который имеет неопределенные пространственно-временные структуры, и есть ваша цель. Как только вы начинаете соединяться, происходит моментально как бы щелчок, замещение, ну, и даже слышно, как бы такой тонким слухом можно услышать некий звук, как щелчок. Реальность попадает в ту среду, в которой она находится. И происходит некий именно вариант смещения информации, а дальше картинка, вот как кристалл, мгновенно фиксируется как бы на всем поле, ну, для быстрорастущих кристаллов, мир сразу фиксируется в норму. И вот эта норма изначально, она такова, что первичного свойства как бы не существовало, да, кристалла. То есть, если мы знаем об этом, да, это понятно, мы помним, что... А для внешнего наблюдателя он как зафиксировался, так и есть. Получается, что отрицательного статуса события не существовало. И когда мы, например, вот этот вариант начинаем реализовывать, то можно видеть, что Бог вполне может, конечно, управлять процессами прошлого настолько, насколько ему нужно. Тогда получается, для чего существует картина воспринимаемой реальности, да? Значит, с точки зрения логики, ну, например, с точки зрения закона именно о всеобщем воскрешении, понятно, при всеобщем воскрешении все становится на свои места, да? Тогда понятно, что нужна память с точки зрения того, чтобы не допустить там повторного развития каких-то проблемных событий, типа войн там, и так далее. Но с точки зрения логики, локально изменить структуру Бог, естественно, всегда может, как бы сохранив общую картину действий, причем в прошлом может изменить. Поэтому получается, когда мы занимаемся управлением пространственно-временной системой, мы должны понимать, что структура должна быть все-таки лучше, чтобы она была вневременной и как бы даже внепространственной. То есть мы попадаем в структуру управления, которая в большей степени, ну, соответствует понятию там, развития души. Вот именно понятие именно вводится понятие развития, потому что душа, она все равно создана бесконечно развитой, и вот понятие развития просто человек как бы вводит как структуру собственной цели, да, собственной личности, собственной инициативы. Когда мы начинаем эту структуру видеть, мы видим, что человек может, например, в принципе, развить свою душу только в том случае, если именно на уровне управления, если он видит свою собственную инициативу. Вот, и когда мы понимаем, что душа все равно бесконечно развита, то есть фактически как бы человек при этом ничего не делает. Вот, с точки зрения Бога он уже имеет это развитие. Душа, она может, ну, с точки зрения какого-то вот уровня, что ли, коллективного сознания, может как бы структурироваться, вот так, чтобы она где-то именно вот в понятии духовного, что ли, развития развивалась. Это вот именно инициативное действие. Получается, что инициатива, вот личность человека, именно личность позволяет как бы снивелировать границы между душой и духом человека, и даже телом, кстати. И вот когда начинается вот этот процесс преобразования фактически личного фактора, бесконечное развитие на уровне стыковки таких понятий, как душа, дух, тело, здесь вот попадает фактически, действительно, тогда человек попадает во внепространственную и в общем-то, вневременную среду с точки зрения, ну, многих там наблюдателей в коллективном сознании. И самый первый уровень данного, ну, как бы попадания, да, в кавычках, это физическое тело человека. Вот если присмотреться на уровне управления и взять с бесконечной скоростью приблизиться к коже человека, ну, к пальцу, например, то при приближении очень близком пространство времени не воспринимается. Уже ближе к коже, там, в миллиметре, например. Если чуть дальше, мы видим там динамику кожи, но если мы начинаем двигаться в другую сторону, то мы начинаем видеть скорость. Вот бесконечная скорость дает приближение к коже человека, да, то есть свечение видно, вот, ну, то, которое видно, там часто, когда просветленный уровень человека, вот этот уровень свечения, он есть у каждого человека, просто возле кожи он четко виден при бесконечных скоростях. То есть можно увидеть у каждого, и в принципе, если мы входим в эту систему управления, то возле каждого человека есть вневременная и внепространственная система управления. И как только мы начинаем эту оптику распознавать, например, то получается, что по большому счету, в общем-то, если мы говорим о том, ну, тот же процесс, например, встречи там, с воскрешенным человеком, просто процесс
того управления, где структура мира приходит в норму. Что, ну, воскрешенный, встреча с ним — это просто нормирование мира по закону именно Бога о вечном развитии. И когда мы начинаем этот процесс видеть с точки зрения, предположим, логики, то получается, что вот этот процесс управления, как бы вне пространства и вне времени, он постоянно происходит. Человек его все время воспринимает на уровне именно том, где он рассматривает такую позицию, как развитие души. Потому что развитие тела, когда он интегрирован с душой, например, да, человек, это он воспринимает как развитие тоже души. Но правда, вот здесь есть, правда, как бы такой вот, если вот, например, продумать уровень связи, то здесь существует уровень, ну, неких все равно более высоких, что ли, позиций, потому что душа человека бесконечна при, например, локальном теле. Да, значит, получается, что все равно вот эта вот стыковка бесконечной души, где есть свои задачи, и, например, физического тела, это достаточно сложно, это, в общем-то, принципиальная для человека задача. Если он понимает, что нужно именно делать с точки зрения души, когда человек это понимает, он видит, что душа сама дает развитие для пространства и времени. То есть есть определенный путь формирования пространства и времени. И тогда человек начинает познавать свое пространство и свое время. И вот когда мы начинаем такой уровень познания воспринимать, все становится понятным. То есть где что происходит, ну, как бы управляющее сновидение, да, где нужно сделать управление какое-либо, где можно применить инициативу и сменить на какие-то события, предположим, в уровень дальнейшей нормы и так далее. И здесь возникает вот достаточно своеобразная такая характеристика реальности в этом случае, как и почему происходят все-таки отрицательные события у человека в этом случае, если он, например, практически занимается вот этим уровнем познания. Значит, ну, во-первых, все равно нужна, конечно, своя практика, да, нужен уровень задач. Ну, хорошо, если он уже очень хорошо работает в управлении, то получается для него отрицательное событие — это модельный уровень все-таки его действия, да, на каком-то плане восприятия. Тогда получается, что исключив как бы радикально отрицательные события, которые, ну, просто уже как бы просто нельзя ни при каких условиях допустить, как бы исключив такой ряд событий, все другое можно считать системой внутреннего управления. Тогда надо понять, зачем это происходит, да? Зачем формируется структура именно отрицательного плана и почему человек позволяет ей формироваться. При, естественно, первичном исключении каких-либо совершенно радикально отрицательных событий. И вот здесь получается, что мы начинаем понимать, или вернее, здесь даже можно рассмотреть, что человек дает возможность формироваться этому пространству и время, как делает Бог, он дает свободу действий сформированной реальности. И как только сформированная реальность начинает формироваться в плане дальнейшего развития, вот здесь уже существует диалоговый режим. То есть, ну, подобно тому, как делает Бог, он входит в структуру взаимодействия с системой, человек дает некие координаты следующие, что он считает нужным, и система начинает формироваться в соответствии с его действиями, да, например. То есть получается, что этот элемент — это развитие пространства-времени в условиях диалогового уровня, вот некие там, ну, как бы псевдоотрицательные или, ну, как бы не сильно отрицательные события, да? Потому что если события радикально отрицательны, то эта картина мира, в принципе, тогда совсем другая. Значит, управленец не выводит управление до уровня, ну, познания, так скажем, да, ну, нужной величины. Это уже задача личности, и вот здесь поэтому Бог изначально и определил уровень, что Он изначально создал душу бесконечно развитой, и вот система развития — это только личное мнение человека. Он фактически просто либо быстрее познает структуру души, либо медленнее. Тогда получается, если быстрее, он считает, что он развивается, если медленнее, он считает, может быть, что в этот момент он отдыхает или там не развивается. И поэтому получается, что когда на уровне интеграции душ, где души обладают одинаковыми, в принципе, свойствами управления, например, духовные структуры иногда встречаются, возникает коллективная какая-то идея, коллективное знание, например, там, знание о всеобщем воскрешении. Эти знания видят все души всех людей, кстати. И это не является, поэтому, собственно говоря, просто информация, это как форма реальности. Но отголоски этой формы реальности мы видим в виде
мнений или информации, каких-то конкретных действий. Это проявляется, например, там, конкретно воскресшие люди и так далее, которые кем-то были воскрешены, или там просто произошло, может быть, от знаний человека может происходить воскрешение и так далее. Бог воскресил, да? Хотя любое воскрешение — это есть действие Бога в любом случае изначально. И поэтому получается, что когда мы начинаем здесь этот анализ информации рассматривать, почему именно вот тема воскрешения здесь достаточно проявлена, когда речь идет об управлении целым массой информации, которая не отделена, да, пространство-время. Потому что здесь любая величина, которая отсюда получается, она является производной силы воли, инициативы личности. И когда мы начинаем видеть здесь структуру управления, то мы видим, как личность человека, вот, находясь, например, человек восприятием в структуре осознания мира, да, своего собственного физического тела, своей личности, очень четко градуирует и, вообще говоря, видит любую структуру всего внешнего мира. То есть он на самом деле на определенном уровне он четко очень понимает и воспринимает все, что происходит вокруг, там, в любом здании, в любом там переулке и так далее. И когда вы начинаете в эту структуру реальности входить, то видно, что достаточно массивные конструкции, которые существуют в этом мире, физически массивные конструкции, они тоже управляемы. То есть, в принципе, можно перейти на структуру противодействия землетрясению, если у вас есть время. Или же можно перейти на структуру управления тем, чтобы не было какой-то глобальной аварии и так далее. По большому счету, эта система дает управление любой реальностью, так что неожиданности, вообще говоря, может не быть. Главное выбрать эту позицию. Вот инициатива заключается в системе выбора, ведь Бог изначально выбрал позицию всеобщего управления, контроля. Это же его личная позиция. Бог мог, в общем-то, принять любое решение, но он принял решение контроля, оно как бы само собой разумеется, да? Бог должен контролировать всю реальность, но с другой стороны, ведь Бог, он абсолютно свободен, он должен был принять решение сам сначала, да, и получается, что исходя из этого, это в том числе его решение. И когда мы начинаем задаваться вопросом, а где решение человека, когда он например, испытывает какое-то заболевание? То есть в чем, например, проблема, почему он считает, зачем он принял такое решение, зачем это ему надо, да, например? Или какая-то проблема, зачем нужна эта проблема конкретному человеку? То есть получается, на каком-то уровне он должен был или согласиться, или, как обычно бывает, очень много дел, и он пропускает, но при этом же он принимает решение. То есть проблема всегда видна человека, по большому счету, и вообще говоря, по сущности человека, душа все равно знает, Бог дает все знания в любом случае. Где-то на отдаленном времени, там, где пространство и время, кстати, едино, вот на том примерно уровне, всегда все известно. И вот этот луч, который идет, он всегда как некий маркер или уровень, который определяет решение человека, значит, он на каком-то уровне все равно принимает решение. И вот если мы, например, здесь постараемся понять, как человек принимает решение в этом случае, то вот здесь вот очень важна детализация. То есть каждый человек по-своему, да, видит структуру мира своим путем, но идет всегда по одним и тем же улицам. То есть можно видеть одну и ту же картину, один и тот же переулок, но к этому прийти с разного места, да, физически и с разного места духовным развитием. И получается, что хотя все люди разные, но они формируют одну и ту же реальность, для чего она им нужна? Чтобы однотипные решения проще принимались, например, да? С точки зрения обязательности какого-то решения. И когда человек приходит в какой-то магазин, где есть благоприятное решение до него, то он попадает в структуру нормирования мира. То есть люди сами себе нормируют мир тем, что строят, например, какие-то здания одинаковые, какие-то одни и те же системы социальных отношений. То есть если мы говорим о том, что подобно тому, что делает Бог, люди должны сами в определенном уровне разворачивать себе пространство-время, значит, они должны это делать по каким-то конкретным законам. И получается уровень этого радикального, проблемного действия, да, некие войны, пусть даже локальные, не говоря же о глобальных, это то, что, вообще говоря, требует изначальных усилий, чтобы преодолеть некую
ну что ли, подобную возможную ситуацию, которая была в историческом прошлом. То есть получается, что человек должен уметь смещать события в прошлом. Как только он его умеет смещать, или он четко гарантирует себе, что в будущем такого события не будет, какими-то социальными действиями, то он приходит к нормированию своих позиций в управлении. То есть получается макрорегулирование или там политика всеобщего доступа к управлению и личные задачи — это практически одно и то же. То есть в социальной сфере мы находим очень четкое пересечение как бы пространственно-временных действий на уровне личности. Как только мы с этой точки попадаем в пространство, вот мы попадаем в этом случае в конкретное пространство, физическое. То есть фактически я вот показал точку, наконец, куда, с точки зрения данного семинара, как мы попадаем в структуру физического пространства. Как только мы через эту структуру попали, и, кстати, это конкретный путь, вот через социальную систему, дальше мы можем делать, что хотим, там, выйти на физическую клетку, ее нормировать, причем это будет не некое там информационное энергетическое действие, а конкретно мы будем работать с этой клеткой, конкретно. То есть мышление и клетка другого человека — это будет непрерывная система работы с физической реальностью или какой-то орган. То есть работа идет конкретно с органом, там нет никаких промежуточных систем, то есть никакого энергоинформационного поля, так называемого, там никакие движения не видны, что какие-то передачи информации происходят или оттоки информации, там просто-навсего идет работа органа. То есть идет работа так, как фактически так и должно быть. Ведь есть просто логика нормы, она как матрица мира все равно существует. А логика, это все люди должны быть здоровы, да, как минимум. Значит, получается, ничего нового человек не привносит, он просто-навсего в данном случае выводит на некий критерий нормированности. То есть он фактически создает пространственно-временную среду будущего по критерию некой нормы, именно той нормы, которая знакома для человека. И получается, что для этого ему нужен, вообще говоря, свой личный опыт. Личный опыт — это его первичный уровень рождения, и личным же опытом является, собственно, там, уровень создания души человека, развития его тела. То есть в конечном итоге мы приходим к опыту Бога, да? То есть, а опыт Бога — это всегда его и первичное, и конечное действие. То есть понятие опыта как таковое Бог не вводит вот в системе своего управления, он просто реализовывает реальность на уровне фактически просто высокодуховного уровня как лично своего, так и людей в первую очередь, а потом уровень развития информации всего мира. То есть там интегральная реальность, которая не проводит понятие некой там статистики, набора результатов, потому что как можно набрать результат в условиях развивающегося мира, да, он все время меняется. И человек вынужден в этой системе работать подобно, он должен работать однозначно и одинаково правильно, как бы там сложно не складывались обстоятельства вокруг человека, получается так. Или наоборот, они очень простые, что, кстати, часто примерно одно и то же. Потому что для человека важно в управлении находить именно духовный стимул, что является движением его духа. Вот по большому счету человек всегда рассматривает структуру духовного развития души как инициативного уровня. Если на уровне познания всей структуры души, то это структуризация, то есть перемещение отдельных систем души. И за счет перемещения он видит, что раз он может создать движение души, а это уже смена всей картины мира. Если человек может одну оптическую даже выраженную линию души переместить, хоть там на миллиметр в визуальном восприятии, значит весь мир, он получается где-то видоизменил. Кстати, просто так нельзя переместить душу-то в плане там даже структуру, так скажем. Обязательно нужно что-то, для чего-то это, то есть нужно выявить причину и следствие. То есть получается, что именно нужно создать цель. И только через цель можно для чего-то передвинуть, при этом изменив всю структуру мира. Получается цель, выявленная цель. Вот если, например, люди говорят, что вот есть цель и нужно сделать управление, для чего она нужна как таковая вообще, эта цель? Логически понятно, что много разных дел, и цели как бы сами по себе вроде возникают. Но если абстрагироваться от понятия текущей реальности как таковой, потому что мы же работаем вне пространства-времени, а вне пространства-времени в данном случае анализ ситуации такой, что мы цель рассматриваем как
задача вообще, зачем она нужна. Значит, и получается, что с этой точки зрения цель нужна, чтобы мы могли рассмотреть реакцию движения своей собственной души, где-то вообще в удаленном бесконечном уровне. Тогда нужно сформировать цель. Без цели, без какой-то задачи не происходит движение. Значит, душа проявлена в условиях реализуемой задачи. Значит, получается, что также по аналогии с тем, чтобы видеть Бога физически, нужно видеть, какую задачу Он выполняет. По аналогии с тем, видеть свою душу в условиях задачи, именно оптической правильной линии, для Бога душа и тело — это единый уровень. У него душа и физическое тело — это как бы монолитно неразделенный уровень управления. Получается, что исходя из этого, мы, определяя цель свою, например, за действие Бога, то есть ведь, чтобы цель была, Бог должен сначала что-то сделать. И вот, когда мы рассматриваем это действие, мы обязательно видим информацию Бога, то есть как получить точную информацию Бога. Нужно рассмотреть уровень соединения его физического тела и души в структуре, например, своего мышления, восприятия, и рассмотреть фактически как бы независимо, что он делает. Ну, что делает, понятно, есть пространство, время, есть какие-то задачи. И когда вы это начинаете рассматривать, вы видите, как частности распределяет сам Бог. То есть одно дело, существуют частные какие-то здания, задачи, события, и это как бы ваше личное восприятие, они как бы существуют сами по себе, да, или существовали там много лет до этого. А если рассмотреть, как делает Бог, то видно, что Он ходит по тем каналам, которые не содержат времени вообще. И тогда понятно, что любая структура, которая крепится, да, в его движении, это структура вечности. То есть он фактически ходит по каналам вечности. А вечная структура, она содержит вещество в вечном проявлении. То есть получается, что там, собственно говоря, самого вещества вот в таком правильном виде, как такового в отдаленной бесконечности там нет. Там просто есть идея реализации. Потому что происходит бесконечное количество времени в развитии, и тогда получается, что вы имеете какое-то изменение материи, да, там строятся другие дома и так далее, а при этом в конечном итоге, если мы возьмем и в бесконечность удлиним путь любого материального уровня, например, там, Земли, то получится, в итоге остается только человек, вообще говоря. Вся структура меняется, а не меняется только человек. Вот даже можно это проследить на уровне некого такого модельного действия или там специального действия, просто понаблюдать за стороны за событием, взять какой-то там древний замок и просмотреть его бесконечное развитие. Пусть ему там много сотен лет. Все равно где-то в бесконечности материя преобразовывается. Остается только наблюдатель, да, человек. И если мы позицию человека начинаем перемещать бесконечно, он также может там же наблюдать. Он же диагностирует систему впереди. И получается, что вот выход этой задачи, то есть выход этого управления бесконечное развитие и перевод вот некоего уровня отрицательных событий в структуру как бы внеплоскостную, там, внепространственную, это на самом деле очень мощный уровень оздоровления, на самом деле, профилактики даже вот каких-то там проблем, заболеваний, значит, просто каких-то отрицательных событий, чтобы их не происходило. Именно выделение уровня, как бы контура и реального человека как такового в информации. Когда вы начинаете к этому уровню подходить, то видите, что в принципе ведь основное это количество людей примерно так и воспринимает свое собственное состояние. Пусть, может быть, не всегда явно там во сне или там больше в детстве, но именно как уровень абсолютного плана, что ли, действия вот собственного тела, собственной личности, когда личность обладает свойством и надпространственного контроля, и надвременного контроля. Когда вы начинаете эту систему реальности воспринимать, при этом личность, она, конечно, не отделена там как такового от систем развития, да, также человек ходит, дышит тем же воздухом, и, в общем-то, задача только лишь в том, чтобы для управления суметь совместить, например, понятие
пространства времени и получить в развитии нужное пространство и нужное время. То есть фактически человек, если вот, ну, например, поставить задачу проделывать ту же работу, что делает Бог, он должен в своем восприятии значит, мгновенно как бы распаковывать пространство, но в нужном русле. Например, там едет какой-то транспорт, ну типа трамвая, надо мгновенно распаковать пространство так, чтобы пространство, значит, было тем, ну, которым нужно вам, вот, чтобы оно развивалось в следующую секунду. То есть умение в существующее управление вносить ваше личное действие. И вот здесь вот, ну, существующее управление я называю, и так понятно, что какой-то транспорт проедет в любом случае куда-то, да? Но вы вносите свое действие, вот здесь инициативность уже увеличится, то есть вы начинаете вносить управление и чувствовать, ну, как бы некую такую резонансную среду, что внешняя среда обладает теми же свойствами. Чем вы точнее сделаете это управление, тем точнее вы получите, ну, как бы обратную волну. Вот вопрос в том, зачем делать это управление, не с точки зрения тренинга, как я сказал, в данном случае нужно действовать сразу, а с точки зрения того, чтобы в следующем действии делать так же, как делает Бог, то есть чтобы ваше действие было неотличимым. Как только вы сделали такое же действие, ну, научились там за несколько там раз, да, например, то фактически фиксируется структура восприятия в каком-то месте. Дальше этого делать уже не надо, потому что достаточно обучиться одному приему такого действия, управления, и можно, в принципе, посмотреть, что основное количество людей это делают практически все время для того, чтобы стабилизировать структуру будущих событий, потому что они как бы накапливают опыт за счет, ну, там, внешней какой-то реальности или внутреннего осмысления реальности, а при этом следующие события более положительно могут становиться. И, как правило, становятся за счет опыта. И здесь получается, что, исходя из этого, чтобы, например, не заниматься там каким-то внешним пространством, ну, которое просто существует и как бы само по себе, да, хотя в каждом уровне существует уровень личный, в коллективном сознании, который определяет данное пространство, есть ваш личный уровень все равно по системе общей связи. Все равно полезно изучать, где он находится, это ваш уровень. Но, тем не менее, вот именно перевод в духовную сферу, чтобы человек не занимался постоянно, ну, как бы, тем, что дополнительно там проводил какое-то параллельное управление, что нужно, как я сказал, только для реальности управления, а не для обучения. Существует именно уровень перевода или перехода в духовную сферу, именно восприятие духом, духовное зрение. Тогда получается, в духовном зрении само физическое пространство уже трансформировано в действие духа. То есть дух созерцающий, дух действующий, дух воспринимающий содержит уже эту информацию, и вы находитесь в своей собственной среде. Вам не нужно менять пространство. То есть вы работаете в структуре собственного восприятия. Дух содержит эти знания. Значит, получается, внешнее пространство, оно существует как некое отражение. Тогда мы видим, как переходит из духовной сферы в структуру души, структура внешнего мира. Это в этом случае, кстати, совершенно прозрачно, когда мы работаем именно в пространственно-временной среде, где пространство-время это одна составляющая, мы ее не разделяем. Вот переход из духовной среды именно в структуру души человека, это всегда очень прозрачное действие. То есть видно, как дух выполняет некую, что ли, функцию поставщика информации или даже знаний. Но знание-то в душе человека всегда есть, значит, это знание другого человека, да, знание внешнее. А знание другого человека это есть в первую очередь уровень коллективного сознания, то есть это обобщенные, да, интегральные знания. А интегральные знания по свойствам наиболее характерны также просто массиву информации. Там нет каких-то конкретных проявлений. Это обычно оптический какой-то уровень, который воспринимается и переводится в структуру души человека, и поэтому он наиболее близок именно к пространственно-временному уровню реальности, где пространство и время не отделены. Интегральное знание это и есть
получается фактически пространственно-временная среда по оптическим свойствам. И, кстати, на большом удалении там просто возникает такое, ну, не очень сильное золотистое свечение. Они практически неразличимы, можно только очень присмотреться и видеть границу между входом как бы, в информацию развития в сторону Бога, между знаниями коллективного сознания и пространством времени. То есть стыковочная позиция, где коллективное сознание и то, что происходит от преобразования этого сознания, то есть само пространство времени, они не очень отличаются. А разница в том, что именно сознание Бога дает более светлый уровень для коллективного сознания, а пространство времени более темный, золотистый имеет оттенок, цвет даже. Получается, что это как некая такая золотистая капля, которая постоянно ну, как бы старается некую сферу, которая как сфера бесконечности, постоянно старается ее, ну, протолкнуть как бы вперед, в будущее. Сфера бесконечности, она выглядит в этом случае как структура материальная. Тогда видно, что единственным субстратом материи является сама бесконечность. И вот когда вы смотрите на ритм сердца, там происходит аналогично с этой системой реальности действие. Это все время проталкивание структуры тела, бесконечное развитие. И даже с внутренней стороны так и выглядит, кстати. Такое же движение ритмичное и те же самые главное, даже геометрически близкие системы, если смотреть со стороны сердца, например. И когда вы начинаете смотреть таким образом, вот можно смотреть таким золотистым светом, например, на сердце, вот вы тогда можете создать какой-то некий вечный генератор там, развития, там, да, вечной жизни в себе самостоятельно за счет просто правильного понимания и как бы даже сбора информации. Когда вы так смотрите, то тело очень быстро можно оздоровить, если это нужно. Значит, и когда, например, ну более того, это локально действует как будто бы работа в области сердца, хотя на самом деле речь идет о вашем теле, причем о таком уровне, когда тело приобретает свойства бесконечного развития, именно приобретает. Видно, как тело фактически как бы учится это делать. И когда вы начинаете, ну, тело, понятно, что это ваш разум, ваше восприятие, когда вы начинаете прослеживать линии, это опять-таки в большей степени сначала работа идет возле кожи, то есть где бесконечные скорости обмена информацией, а потом уже даже видны более ранние участки оптические, которые попадают в тело там, ну, с расстояния там, 15, 5, 25 сантиметров. Они как бы доходят, и не то, что они попадают внутрь там, тела, даже можно видеть. Понятия всасывания нет, тело с точки зрения Бога создано тоже неприкосновенно. Даже работая в оптике, чтобы проявить сигнал, который коснулся тела, надо еще рассмотреть путь, траекторию, задачи и структуру входа. То есть это не все так просто, не все так как бы просто тело таково, что какие-то там оптические фотоны попадают и все. Можно на более высоком уровне тело совершенно независимо, туда вообще ничего не попадает. И Бог создал недоступным тело для внешнего вторжения, по большому счету. Даже уровня мышления или оптического. Есть такой уровень. И если, например, мы рассматриваем эту структуру так же, как душа недоступна для внешнего какого-то радикального, на самом деле, какого-то воздействия. Поэтому то, что существует там некое воздействие психотропное, это, в общем-то, ну, или некие такие машины дистанционного воздействия. Вот это, в общем, сколько я работаю в практике такой, чтобы какие-то именно действующие, ну, по типу того, как вот можно действовать мышлением и так далее, это все только до уровня допуска человека. Если человек принимает, что, или там соглашается, что на него может что-то действовать, тогда он начинает сам проводить. Если нет, значит нет. То есть получается, что реально сильнее структуры души человека все равно нет никаких машин и не будет, кстати. Поэтому получается, что некое там психогенное оружие как будто бы кем-то где-то изготавливается, это все просто для тех уровней восприятия, которые считают, что возможно воздействовать на душу человека, чего сделать реально нельзя, по большому счету. Но можно отсюда выйти на структуру тела тоже. И можно понимать, что есть уровень, где невозможно воздействовать и на тело тоже. И вот мы тогда можем создать определенный полис безопасности, и очень полезно для всяких вариантов путешествий, путников, кто вот, например, длительные какие-то совершает передвижения,
уметь синтегрировать, ну, как бы, тоже представить в виде капсулы весь путь, и если движение бесконечной среды ритмичное, это диагностическая система, что все нормально, да, он в конечную точку приезжает обратно. Если где-то ритмичность начинает меняться, значит, надо пройтись, это как некая карта бесконечной среды, сразу видно, где проблема, ее учесть, это, кстати, очень мощный уровень развития управляющей сновидения, то, что вот сейчас я говорю. И четко можно увидеть, где происходит событие, и вот здесь вот открывается время и пространство. То есть, получается, в основном человек в большей степени работает во вневременном и внепространственном уровне за счет мышления, да, как правило. Если вот приглядеться в структуру мысли человека, то мысль происходит как некая постоянная генерация действия. А если вот задаться задачей, а вообще в этом случае, где она реализовывается? Не всякая мысль, да, переходит в событие. То вот уже в структуре событийного действия, вот на более отдаленном уровне мысль — это есть внутреннее действие человека, там, где не оформлена форма еще. То есть, ну, собственно говоря, это есть некий продукт предварительных действий. Когда оно уже приходит в форму, то вот здесь вот раскрывается пространство. Значит, в первую очередь, пространство-время нужно определять человеку, чтобы определить свой собственный путь, ну, более как бы благоприятном уровне, да? То есть учесть какие-то возможные проблемы или просто их увидеть, если вы развили духовное видение. Логика здесь тоже, конечно, имеет значение. Можно выбрать логический транспорт, логически выбрать какие-то там места пребывания, но лучше всего, конечно, пользоваться прямым видением, то есть духовным видением, развить свой дух до уровня реальности события. Ваш дух и события будущего — это фактически, ну, как бы восприятие души, это может быть фактически однотипная, что ли, структура, так же как бесконечный уровень будущего, бесконечный уровень там пространства-времени в виде одной капсулы золотистого цвета и ваши личные задачи. Получается, когда вы начинаете видеть все в таком ракурсе, вот именно в движении духа, да, можно получить очень точную информацию обо всем. Вот движение вашего духа может выявить совершенно частную задачу, что вообще в деталях будет происходить. Ну, совершенно в каких-то деталях совершенно третьего уровня. Например, где-то капнула там капля воды с какого-то крана не совсем закрытого, в каком-то событии там отдаленном будущем, вы можете это понять. То есть увидеть конкретно состав воды, микроструктуру, форму капли, время и так далее. То есть вы начинаете распаковывать пространство по частностям. И вот когда вы начинаете, у вас просто это есть возможность. Вы вполне видите, что вы в силах это сделать. И когда вы начинаете так делать, вы видите, что Бог по этому, что ли, уровню управления создал мир из частных систем, и так, что они сводятся в единую сущность мира. Ну, то есть к нему, да, самому развивается структура управления. А почему из частных? Потому что в каждом элементе первичного действия все равно частный элемент более первичным считается элементом с точки зрения логики. И вот развитие элементов реальности к нему, значит, показывает, что у Бога система управления такая, что в каждом элементе существует некая достаточно стройная схема знаний, где расположен каждый следующий элемент. То есть в любом частном элементе существует фактически весь путь развития соседнего элемента. И если уже с этой точки зрения подходить, то получается первично созданное тело человека всегда имеет ресурс бесконечного развития, потому что изначальные же знания есть. Вот в данный момент не происходит никакой проблемы, да? Или вот человек родился, никакой проблемы. Или он только там уровень зачатия прошел. Тогда получается, что когда вы в управлении пространством-временем приходите на тот уровень, что начальное состояние — это и есть состояние там исходное, следующее или бесконечное, то фактически любая проблема находится вне вашего как бы пространства-времени, да, самовосприятия. А в условиях, что это пространство-время можно вывести в физическую реальность, то получается проблема просто-навсего при таком уровне управления, она, ну, отрицательная, скажем, проблема, она не может реализоваться, потому что не существует уровней контакта с вами. То есть вы просто выводите
это управление в то структурное пространство, которое при этом никак не распакуется, и такой проблемы просто не будет. Что очень эффективно, там, например, при не просто там, управлении событиями, эффективно также и при лечении заболеваний, для просто профилактики таких событий, и в большей степени, кстати, эффективно для того, чтобы какие-то стратегические ваши цели реализовывались наиболее как бы быстро, что ли, менее значит, что ли, затронуты были какими-то внешними периферическими системами управления, которые вам не нужны. Вот здесь очень можно четко работать на стратегически отдаленных целях и всегда их достигать. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.